Друзья, всем привет! Я решила вернуться на свой YouTube-канал после такого длительного перерыва в несколько месяцев. Возвращаюсь, конечно же, с полезным контентом, новостями. И вообще очень много всего уже произошло. Длительный перерыв, он в целом был обусловлен тем, что мы готовились к экзаменам, мы сдавали эти экзамены. Ну и как бы особо больше рассказывать и нечего было, потому что подготовка к экзаменам занимала практически все время, кроме работы. Так что возвращаюсь и ждите много полезных видео. Я уже работаю над видео про экзамен MCQ Part 1. Скоро буду выпускать. Мне кажется, получилось очень информативно. Оставайтесь на канале или подписывайтесь на канал, и будут полезные видео выпускаться. Так вот, друзья, я в целом подумала, что мне очень нравится снимать видео. Мне нравится их монтировать. Мне вообще в целом весь этот процесс приятен. И я решила, что надо что-то придумывать для того, чтобы мой YouTube-канал не умирал, пока мы готовимся к экзаменам по 9 месяцев, и у нас ничего не происходит. Поэтому я решила ввести такие мини-видео раз в месяц про новости, которые у нас происходят в жизни. Конечно, эти новости чаще всего будут связаны с нашими экзаменами, с нашим медицинским путем здесь, но в целом просто иногда рассказывать, как у нас дела, и мне показалось, что это может быть интересно. У нас самолет летит. Я не знаю, видно его или нет. Ну и первая новость, с которой хотела бы начать, это совсем недавнее нововведение в провинции Онтарио, а именно для людей, которые поступают в резидентуру в этом году. Они ввели правило, что в резидентуру в первую волну могут поступить только те люди, точнее могут подаваться только те люди, кто закончил 2 года старшей школы в провинции Онтарио. Новость, мягко говоря, так себе. По нескольким причинам. Если вы не учились в старшей школе в Онтарио, вы не можете поступать в первую волну. Вы будете ждать вторую волну, если в ней останутся места. А ввели это они в середине подачи документов. То есть сезон подачи документов идет примерно, знаете, с сентября по ноябрь. Потому что мы еще ждем результаты нашего экзамена НАК. Если бы не это правило, то можно было бы подаваться. Но из-за того, что такие правила ввели, теперь мы, соответственно, непригодные, грубо говоря. Мест во второй волне может и не быть вообще. Ну, то есть они могут и открыть новые места для второй волны, а могут сказать, что нам, в принципе, кандидатов достаточно, даже если вторая волна не открыта. Или даже если они не добрали, знаете, кандидатов в первой волне, они могут сказать, что в этом году нам хватит. И вообще для второй волны мест не открыть. Это решение, я, честно говоря, не знаю, кем принимается, но оно принимается буквально в моменте. То есть человек, например, который в первую волну не прошел, он будет сидеть, ждать, а второй волны просто не будет. Второй момент – это то, что International Medical Graduates, они будут соревноваться теперь за места вместе со всеми, в том числе и канадскими выпускниками. Ну, конечно, хочется верить, что будут судить объективно, но если человек здесь учился и знает канадскую систему медицинскую лучше, чем человек приезжий, то есть, например, как мы, вопрос, кого еще возьмут. Это при всем при том, что если вообще места будут. Ну, то есть, в этой провинции было открыто больше всего мест, не только для канадских выпускников, но и в целом для иностранных медицинских выпускников тоже. То есть эта провинция давала больше всего мест для резидентуры. И так как сейчас, никто фактически не будет поступать в первую волну, потому что, очень мало человек, которые учились здесь в школе, потом уехали, например, в Ирландии, закончили медицинскую школу, а потом хотят вернуться обратно в Онтарио. Но таких людей не так много. Больше все-таки людей, которые где-то еще выучились, где-то закончили медицинские университеты, институты, и приехали, эмигрировали в Канаду и хотят продолжить здесь свой путь. В общем-то, эта новость, конечно же, большой резонанс вызвала не только среди иностранных выпускников медицинских, но и среди практикующих докторов, и не только даже тех докторов, которые тоже, знаете, как мы проходили этот весь путь, но и тех, которые здесь родились, выросли и работают. Это никому не нравится, и очень много организаций высказались в поддержку перемены
условий или, знаете, отмены вот этих вот условий. Сейчас Андрей подробнее скажет, какие медицинские организации высказались за то, чтобы поменять или убрать эти правила новые. Сейчас скажет. MCC, Canadian Medical Association, Ontario Medical Association, College of Family Physicians of Canada. Вышли, по-моему, 3 или 4 даже статьи в новостных журналах или газетах. В общем, об этом все говорят. Друзья, в общем-то, надежду не надо терять, если честно, потому что, вот, например, в Альберте, да, провинция, там тоже есть условия, по которым вы можете поступать в резидентуру. Это либо вы живете там полгода, то есть 24 недели, либо вы, соответственно, выучились в старшей школе, и еще какое-то третье правило, но тем не менее, то есть если вы не учились в старшей школе в Альберте, там есть возможность обойти это правило. Почему бы вот не сделать так, как сделали они в Альберте? Ну, странно. Про хирургов конкретно хотела рассказать, потому что нас это очень сильно касается. В прошлом году, например, было 7 мест для иностранных выпускников на хирургию. В Оттаве одно место было, в Альберте, по-моему, было одно место, и остальные места в Торонто. Сейчас одно в Альберте, но как бы мы с Андреем туда не попадаем, потому что мы в Альберте не жили. Мы жили в Оттаве, в Онтарио, как бы никуда не переезжали. Это еще есть в Онтарио, но мы туда тоже теперь не попадаем в первую волну, а скорее всего из-за того, что хирургия это такая специальность, что из общей хирургии, если вы хотите какую-то узкую специализацию в хирургии, вам обязательно надо здесь пройти резидентуру по общей хирургии, и это как бы востребовано. Ну, то есть конкурс там всегда есть. И ощущение такое, что, ну, не останется мест на вторую волну, и даже, честно говоря, пытаться, ну, мы не знаем даже, пытаться в этом году вообще в целом поступать или не пытаться. Что еще хотела сказать? Вот мне несколько человек писали в Инстаграм и спрашивали, а какие шансы там поступить в резидентуру по дерматологии. Но я не могу сказать, потому что, ну как предугадать вообще возможно было, что в середине вообще приема документов они введут новое правило, и половина людей, даже больше, чем половина, они просто не пройдут под это правило. Поэтому, друзья, сложно сказать. Я думала изначально, что все зависит от экзаменов, от вашего там CV, резюме и так далее. Но видите, такие законы вводят, что никто не знает, что делать. В целом, друзья, что хочется сказать? Вы не отчаивайтесь, потому что не только резидентуры, так сказать, пути канадские открыты, да, для врачей. Есть еще очень много всяких путей. Например, вот для хирургов конкретно я знаю, что мы не подходим, потому что у нас 2 года ординатуры всего лишь, а здесь нужно минимум 5 лет. Но если вы, допустим, семейный доктор или терапевт, посмотрите эти пути. Называются они там PER, PRA, по-разному. Вот у Филиппа Сантоса есть прямо книга на сайте MCC. Я вот сейчас вот здесь ее покажу. В этой книге, соответственно, написано, какие пути кому подходят. Обязательно посмотрите их и проверьте, потому что, ну, во-первых, это обходит резидентуру. Вам не надо будет туда поступать. Да, возможно, вам надо будет все-таки сдавать какие-то медицинские экзамены, не уверена. Но, опять-таки, если вам не надо поступать в резидентуру, ну, какая красота, и вас вообще это больше волновать даже ничего не будет. Поэтому вы не сдавайтесь, Канада все-таки делает что-то для того, чтобы медицинские доктора, они тут как-то осваивались. И вот, например, есть тоже лицензия Clinical Assistant, да, это не лицензия доктора, это вы будете как бы помощником врача, но тем не менее, это больше зарплата, это нивелирует ГАП, который так переживают много кто, и я в том числе. ГАП — это пробел в практике, соответственно, чем он меньше, тем и лучше, то есть люди понимают, что вы не так давно практиковали, у вас еще свежи все эти знания, и вообще все замечательно, поэтому, ну, вот Clinical Assistant этот ГАП нивелирует, это же замечательно. Вот мы сейчас будем думать насчет того, чтобы податься в какую-то провинцию, может быть, даже переехать в другую провинцию, работать там, потому что, ну, а какие еще варианты, друзья? Ищем варианты. Самолетики летают. Из положительных новостей, в октябре я получил лицензию Medical Council of Canada. Ничего не дает само по себе. Тоже есть такая лицензия, да, чтобы вы понимали? Но во многих провинциях это одно из требований к получению либо лицензии Clinical Assistant, про что Марго вам сейчас рассказывала, либо к получению полноценной медицинской лицензии. Суть в том, что для получения этой лицензии нужно подтвердить свое обучение в резидентуре после вузовское медицинское образование. Мы раньше думали, что наша резидентура, поскольку она 2 года, она вообще никому не интересна и никто ее не подтвердит. Так вот, это неправда. Мало того,
того, что она прошла полностью все инстанции вот этого Source Verification Request, который большинство из вас, наверное, уже сделали, Ну или да, хотя бы скорее знают, всего. что это такое. Ну да. Мало того, что она прошла. Вот, резидентура была 2 года в Москве, подтвердили ее происхождение и потом засчитали при выдаче лицензий. Ну, вот сейчас мы ждем, пока по почте она придет, собственно, это бумажка, сертификат. Но номер уже присвоен, написан статус в Physician's Apply, что лицензия активна. Если вы вдруг сомневаетесь, подтверждать ли какие-то документы или нет, то попробовать всегда стоит. Да, лучше подтверждать, Да. чем потом бегать за этим. И еще они подтвердили тоже происхождение сертификата хирургического, это же отдельное. Да. Вот, который тоже в России был выдан, у Мгм. которого уже срок действия закончился, но тем не менее, Да. вот он висит как подтвержденный в Physician's Apply у меня, это тоже немного греет душу. Казахстанский сертификат еще пока что в работе тоже. Ну, Ждем. да. Есть еще один путь через fellowship. По-моему, доктор Филипп Сантос как раз проходил этот путь как раз через fellowship. Он себе сделал как-то лицензию. Смотрите, подходите ли вы под какие-либо пути, ищите их, потому что, пути есть. Пути не только через резидентуру. Последнее, знаете, скорее не новость, а такое наблюдение о нашей жизни в Канаде. В общем-то, и я, и Андрей работаем на полную ставку. Это получается где-то 40 часов в неделю у нас с ним на каждого. И зарабатываем мы, по-моему, на $2 больше, чем минимальная зарплата по Онтарио. И если там таблетками какими-то занимаемся, получается на $4 больше. Вот этих денег, которые мы получаем, то есть это практически минимальная зарплата. Если сравнивать, например, с теми же Clinical Assistant, они получают, конечно, больше. Но, друзья, на эту минимальную зарплату мы можем снимать себе на бедрумную квартиру. Мы взяли машину в кредит. Да, мы как бы никуда не ездили отдыхать уже последние, по-моему, 3 или 4 года. Но это исключительно из-за того, что эти замечательные экзамены, которые надо постоянно сдавать, постоянно что-то надо куда-то платить, знаете, вот это, или верифицировать документы, или переводы, или какие-то нотариальные услуги, или какие-то экзамены. Вон один НАК стоит $3500. Надо платить, а нам еще и как бы на двоих это все надо платить. То есть мне 3,5, Андрею 3,5. И мы, получается, что так живем, что у нас пол зарплаты почти каждый раз куда-то уходит. Или мы ее откладываем, чтобы там, не знаю, на следующей неделе что-то оплатить, или мы сейчас что-то оплачиваем. И на самом деле это немножечко обидно нам стало, друзья. Особенно вот когда эти новости вышли, мы поняли, что мы фактически очень сильно себя во всем ограничивали, естественно, чтобы оплатить эти экзамены, чтобы побыстрее вот ворваться, так сказать, в эту резидентуру. А врываться некуда, потому что все перекрыли, все закрыли. И как бы и что делать? И, в общем-то, мы с Андреем решили, что все, надо наслаждаться жизнью. И вот в октябре мы съездили на концерт Валерия Меладзе. Замечательный концерт. Андрей вообще не слушал его песни, даже ему понравилось. Мы, в общем, съездили как? Купили 2 билета из последних там 6 или 8 билетов. Потом этот концерт был в Торонто, то есть нам 4,5 часа туда на концерт, отплясали концерт, и потом 4,5 часа обратно. И на работу. Это, конечно, тоже весело было. Но знаете что, друзья, а когда, если не сейчас? Ждешь этой резидентуры, ждешь ее и живешь вообще только этим, а потом раз, и ее нет. Не забывайте о том, что есть жизнь, да, вот мы, как никто, просто понимаем, что, вот кроме экзаменов, как будто вот включается вот это тоннельное зрение, и вокруг ничего не видишь, будто ничего и не происходит. Не стесняйте себя, живите эту жизнь прекраснейшую. Вот Канада замечательная, тут уже все деревья поопали, но все равно красиво. Хочется сказать, радуйтесь жизни, и все будет хорошо. И не сдавайтесь, идите вперед, и мы тоже пойдем вперед. Выхода другого у нас с вами, друзья, нету, только вперед, и все получится однозначно. Оставайтесь на этом канале или подписывайтесь на этот канал. У меня очень много видео про МСС выходит, они действительно полезны, и про ошибки, которые мы совершали при подготовке к экзаменам и в целом. Вот, так что обязательно подписывайтесь на канал, будет очень много полезной информации. Спасибо за просмотр!